Всем привет! Это канал о вязании крючком и меня зовут Василя. В данном мастер-классе мы свяжем шапку без отворота. Вот с таким вот красивым узором. Он называется пиксель. Узор вяжется очень легко и размер вы сможете подобрать сами. Данная шапка на размер 58-59. Глубина шапки у нас 22 сантиметра. Вам необходимо знать глубину шапки. На экране вы увидите таблицу, по которой можно определить глубину шапки по обхвату головы. Глубина шапки регулируется набором воздушных петель. На глубину 22 сантиметра я набирала четное количество петель, 40 воздушных петель. Если вам необходимо меньше, то вы, допустим, набираете 38 воздушных петель. Далее вяжете необходимую длину на обхват вашей головы. В процессе вязания вы можете ее примерять. Для вязания нам потребуется всего один моток пряжи. Пряжа у меня Alize Lana Gold Classic. Цвет данной пряжи 680. В 100 граммах идет 240 метров. 51% акрил и 49% шерсти. Цвет данной пряжи 152. И также нам понадобится крючок номер 5. Если вы сильно туго вяжете, я вот вязала крючком номер 5, более так свободно. Если туго вяжете, то возьмите крючок больше, допустим, крючок номер 6. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного просмотра. Для начала нам необходимо набрать цепочку из воздушных петель. Делаем петлю. Вытягиваем петельку. Данную петельку я не затягиваю, обычно я ее тоже считаю. И мы должны набрать с вами четное количество петель. Я набираю 40 воздушных петель. Вот у меня первая, вторая, третья и так далее. 40 воздушных петель. Далее вяжем первый ряд. Узор у нас состоит из соединительных петель и полустолбиков с накидом. Вяжем во вторую петлю от крючка, первая, во вторую вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Вытянули петлю и протягиваем через петлю на крючке. Далее делаем накид, вводим в следующую петлю. У нас на крючке образовались 3 петельки, их все вместе провязываем. Далее вводим в следующую, соединительный столбик. Накид, полустолбик с накидом провязываем, снова соединительный, полустолбик с накидом. И таким образом мы должны провязать 34 петли. Провязываем. 34 петлю у нас будет провязан полустолбик с накидом. И в конце у нас должно остаться 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Вот я провязала в 34 петлю полустолбик с накидом и осталось 5 петелек воздушных. Здесь мы провязываем соединительные столбики. Вытянули, провязали через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая и 5. Это у нас будет макушка шапки. В конце всегда делаем одну петлю для подъема, переворачиваем, и все последующие ряды мы будем провязывать, захватывая заднюю стеночку полупетли. Вот у нас косичка идет, захватывать будем заднюю стеночку полупетли. Также начинаем провязывать со второй петли от крючка. Вот первая, со второй, и провязываем мы 5 соединительных столбиков. Первый, второй, третий, четвертый и 5. Далее мы провязываем также
полустолбики с накидом и соединительные столбики. Когда мы провязывали первый ряд, у нас здесь мы провязывали в 34-ю петлю полустолбик с накидом. Здесь мы также начинаем провязывать полустолбик с накидом, а соединительный столбик мы провязываем над соединительным столбиком. Начинаем вязать полустолбик с накидом, делаем накид, провязываем следующую петлю. Здесь у нас была петля соединительная, мы также над ней провязываем соединительную петлю, снова полустолбик с накидом, соединительная петля, также провязываем до конца второй ряд. Вот у нас второй ряд заканчивается соединительной петлей, довязываем до места, где у нас полустолбик с накидом. И я покажу, как завершить второй ряд. В конце второго ряда у меня осталось 2 петли, вот первая, вторая. Здесь я провязываю полустолбик с накидом, и вот у нас последняя крайняя петля осталась. С нее мы вот начинали вязать первый ряд, это был соединительный столбик. Здесь мы заводим за обе стеночки полупетли, вот таким образом, и провязываем столбик без накида. Вытянули петлю и 2 петельки провязываем вместе. Далее снова делаем одну воздушную петлю для подъема, переворачиваем, начинаем вязать третий ряд также со второй петли от крючка. И у нас, как я говорила, узор идет таким образом, что соединительные столбики идут над соединительными, полустолбики над полустолбиками с накидом. Со второй петли крючка начинаем провязывать соединительный столбик. Далее у нас идет полустолбик с накидом. Здесь даже видно, вот можно посмотреть, они идут вот такие вот выпуклые. Вот здесь мы провязываем полустолбик с накидом. Снова соединительная, полустолбик с накидом. Также провязываем 34 петли. Вот здесь у вас закончится полустолбиком с накидом, и останутся 1, 2, 3, 4, 5 петелек. Их необходимо будет провязать соединительными петлями. Вот в конце провязываем 5 соединительных петель. Четвертая петля, и последнюю мы также провязываем за обе стеночки полупетли. Провязываем соединительный столбик. Здесь у нас, где макушка, мы всегда провязываем в конце соединительный столбик. Когда вот возвращаемся в эту сторону, здесь в конце мы провязываем столбик без накида. Делаем одну воздушную петлю, и ряды у нас повторяются. Провязываем со второй петли от крючка 5 соединительных столбиков. Провязали 5 соединительных столбиков, делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. Далее соединительный столбик, полустолбик с накидом. И так довязываем до конца. В конце провязываю полустолбик с накидом, и в самую последнюю петлю за обе стеночки полупетли провязываем столбик без накида. Еще раз повторяю, в конце всегда делаем одну воздушную петлю, всегда вяжем со второй петли от крючка, и начинается вязание у нас с соединительной петли, что с этой стороны, что со стороны макушки. Только когда мы провязываем в конце, здесь мы провязываем соединительную петлю в конце, а здесь столбик без накида. И вот таким образом провязываем необходимую нам длину. Вот я провязала необходимую длину. Здесь у меня 73 ряда, у вас может быть другое количество рядов. Все зависит от того, на какой размер вы вяжете и какая у вас плотность вязания. Вы можете вот таким образом ее примерять.
Сейчас я вам измерю ее вот в сложенном виде. Шапка у меня на размер 58-59. И получается она у нас 23 сантиметра. Сейчас мы будем вот здесь вот сшивать. Здесь у нас нет ни лицевой, ни изнаночной стороны. Узор с двух сторон одинаковый. Также я рекомендую вот провязать небольшую часть, допустим, пол шапочки, и примерить. Тогда вы уже поймете точно, подходит ли вам такой размер или нет. Сшивать мы будем также крючком. Находим вот здесь вот крайнюю петлю, заводим. Здесь будем вводить крючок под каждые петельки. А с этой стороны мы будем захватывать заднюю стеночку полупетли. Вытянули петлю. Заводим под следующую петлю. Здесь находим, вот она идет косичка, заднюю стеночку полупетли. Вытянули и провязываем через петлю на крючке. Следующую заднюю стеночку и провязываем. Вот таким образом делаем соединение. С этой стороны у нас будет небольшой шов, это у нас будет изнаночная сторона. А здесь у нас шва не будет видно. Вот теперь нам осталось стянуть макушку. Вот наша петелька. Оставляем кончик нити. Вытягиваем через петлю. Затянули. Теперь продеваем нить в иглу. Теперь продеваем нить вот в эти петельки, вот они есть, видно их даже, и собираем их по кругу. Вот собрали петли, теперь мы их просто стягиваем аккуратно. Макушку стянули, и здесь также в нескольких местах мы ее прошиваем. Вот таким образом мы стянули макушку, и шапочка наша готова. Какие-то остались все вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. И не забудьте подписаться на мой канал, смотрите другие мои мастер-классы и вяжите вместе со мной.